В этом светлом, уютном месте чувствуешь себя как дома. Я вам предлагаю налить чашечку вкусного ароматного кофе и начать этот день вместе с нами. Вообще, останавливаясь в апартаментах на берегу озера, окруженного живописными склонами гор, уже автоматически настраиваешься на спокойный, размеренный отдых. Но надо быть готовым и к тому, что за дверью тебя ожидают приключения. Собственно говоря, это входит уже в стоимость путешествия. И сегодня мы решили прокатиться на машине в самое известное место на озере Кома – сам город Кома. Озеро Кома простирается примерно на 50 километров с севера на юг. Причем нижние 25 километров делятся на два рукава. Западный рукав заканчивается в Кома на юге, а восточный – в Леко. Согласно навигатору, дорога от нашего домика в Меладжио до Кома всего 30 километров, а время в пути аж 50 минут. И вот почему. В основном дорога – это серпантин, а иногда и очень узкий серпантин. Именно в этот момент мы пожалели, что у нас не Fiat 500. Конечно, для привычных итальянцев все это пустяки, но нас же особенно удивило, что здесь курсируют даже автобусы. К ним добавляются гоняющие мотоциклисты. Кстати, я так и не успела заснять ни одного из них. Ну и, ко всему прочему, велосипедисты. Их здесь очень много. Все эти живописные спуски, подъемы, периодически укутывающие приятной прохладой и захватывающие дух виды самого озера, конечно же, привлекают велосипедистов. Но вот отдельной велодорожки здесь нет. К тому же считается, что именно промежуток от Беладжио до Кома, напоминаю, это 30 километров, ни единого метра по равнине. Да и к тому же на достаточно оживленных участках дороги. И вот в этот момент мы ни чуточку не пожалели, что не взяли с собой из Мюнхена велосипеды. В общем, вся дорога у нас заняла вместо обещанных 50 минут час 15. Ребята, это того стоило. Прибрежный город Кома, расположенный на итальянско-швейцарской границе, возвышающийся над юго-западной конечностью озера, зеленые холмы – все это создает бесподобные природные пейзажи. Особый же шарм этого города в самом его центре, а точнее в старом городе, окруженном мощной стеной XII века и внушительными башнями. Но если вы приедете сюда в субботу, то, возможно, сразу и не поймете, где же эти стены. А все потому, что по субботам вдоль стен старого города разворачивается колоссальных размеров рынок. Ах да, при путешествии на авто залог стопроцентного беззаботного времяпрепровождения в старом городе Кома – это близкая и удачная парковка. И вот важный тип. То есть совет от нас. Многоуровневая парковка с лифтом буквально в 2 шагах от старого города. Адрес в описании под этим видео. Оказавшись в стенах старого города, будьте готовы к 2 вещам. Ваши глаза и руки будут норовить сделать фото на каждом шагу, а ваше обоняние будет настойчиво наводить на мысль остановиться в одном из местных кафе или ресторанов, так как аромат кофе, выпечки пронизывает весь центр.
Знаете, мы с мужем сошлись на мнении, что основная отличительная черта Кома – это его возможность удивлять на каждом метре. То есть, приезжая сюда, ты уже готов гулять по узким маленьким улочкам и восхищаться. Но масштабы и архитектура здесь очень отличаются от других прибрежных городов. Например, вот здесь было ощущение, что мы во Флоренции. Вообще, мы даже подумали, что в следующий раз приедем сюда уже на несколько дней. Тем более, что водные маршруты позволяют путешествовать и к другим городам. Теперь из того, что особенно понравилось нашим детям – парк и его некоторые развлечения. Знаете, мы бы здесь еще остались, но так как дорога напряженная, мы решили возвращаться и сделать еще парочку остановок. Друзья, хотела вам показать и дорогу обратно, но такое ощущение, что на этой узенькой дорожке вдруг оказался одновременно сразу весь соседний Милан и половина Германии и Швейцарии. Так что каждый сантиметр критически важен, буквально до мурашек, и снимать уже ничего не получилось. Короче, еще один тип от нас. Лучше планировать путешествие на авто вокруг Кома в будние дни. Det kom fast in. После такого насыщенного дня нет ничего лучше, чем наслаждаться видами водной глади озера. Stuck to